Всем привет, с вами Андрей, у нас NetHack. Сегодня я хотел бы рассказать про школу лечения, так называемое выздоровление, она тут указано в переводчике. Собственно, в нее входят следующие заклинания, книги заклинаний. Это заклинание исцеления, заклинание лечения слепоты, заклинание лечения болезни, заклинание дополнительного исцеления, заклинание камня в плоть и заклинание восстановления способностей. Собственно, что тут имеется в виду? Тут указано на первый, это, собственно, уровень заклинания, который он представлен. Направление, это, собственно, луч, не направленный. Луч, я думаю, понятно, что это, грубо говоря, вы как бы выстреливаете, и луч может еще рикошетить от вас, собственно. Также вы можете и других, помимо себя, лечить, благодаря лучу. А ненаправленное коснуться только на себя, либо вокруг вас. Вероятность. Сложно сказать, что это, от цены тоже. Действия, которые стоит прочитать, это количество ходов, которые вам будет необходимо для прочтения соответствующей книги. Изменение навыков – это усиление навыка на, собственно, буковка S, которая здесь присутствует. Это говорит о том, что на уровне продвинутый, так называемый скиллованный, у вас будет усиление навыка. Собственно, об этом дальше мы подробнее сейчас остановимся, когда будем разбирать эту школу сейчас. Книга восстановления способностей, собственно, это 4-й уровень заклинания. Стоимость в энергии 20 единиц. Соответственно, она не направлена, коснуется на себя. Собственно, эта книга идет как, получается, дар коронации от его божества, божества монаха, при условии того, что он пожертвовал достаточно большое количество трупов, существ, которых можно положить на алтарь. А эти существа должны быть не нежитью, не всякими демонами, а обычные мясные существа, не домашние животные обязательно. Тем более не ваши, которые были раньше. Оно эквивалентно зелью восстановления способностей. По зелью у меня не конкретным зельем, а вообще по зелью у меня есть отдельное видео. Если интересно, можете посмотреть. Вот. Собственно, книга заклинания восстановления способностей. В NetHack эта книга позволяет вам изучить заклинание восстановления способностей. Это заклинание является экстренным и является специальным заклинанием для монахов. Экстренным. Интересное название. Монахи получают эту книгу в качестве главного подарка вместо артефакта. Как я говорил ранее, собственно, на даре коронации от своего божества, собственно, другие классы получают предметы другие, а вот, например, грубо говоря, если брать, например, дар коронации для волшебника, он получает палец смерти. Это заклинание, мы его в данном видео не будем разбирать, это школа атаки. Если интересно, можете посмотреть, там оно разбиралось. В качестве главного подарка, так называемого, в качестве дара. Принцип похожий, только здесь теперь заклинание восстановления способностей, только для монаха. Эффекты в заклинании имеют тот же эффект, что и зелье восстановления способностей, за исключением того, что оно не восстанавливает потерянные уровни. Собственно, оно просто, видимо, восстанавливает статы, которые вы потеряли. Но, по сути говоря, заклинание, по сути говоря, бесполезно. Если вы не менее опытны в исцеляющих заклинаниях, он ставит один случайно потерянный атрибут: силы, ловкости, телосложения, интеллект, мудрости, харизмы. Для 4-го уровня и стоимости в 20 единиц магии это очень много. До предыдущего максимального количества, как непроклятое зелье. На опытном уровне или опытном уровне, тут странно написано, но факт в том, что переводя на русский язык, это, скорее всего, имеется в виду
получается, продвинутый уровень и опытный уровень, так называемый эксперт, он восстанавливает все 6 атрибутов, как благословленное зелье восстановления способностей. Какими бы ценными не были эффекты заклинаний, к тому времени, как когда подавляющее большинство ролей даже обнаружит книгу заклинаний, не говоря о том, что стать способным ее использовать, и будет имеется свободный доступ к врагам единорога. Помимо восстановления, имеют ряд полезных свойств, как снятие показателей способности. Монахи получают специальный бонус заклинания при произнесении заклинания и могут просто потребовать его до того, как появится и будет отправлен первый единорог. Написано, конечно, так себе, но факт в том, что имеется в виду, что монахи могут получить его раньше, до первого единорога. Ну, в общем, если в двух словах, то, что здесь указано, рог единорога заменяет эту функцию, как это заклинание. Соответственно, заклинание не самое полезное, оно в большинстве случаев и является для смыва. Потому что он не восстанавливает уровни, что, честно говоря, плачевно. Он восстанавливает чисто статы. Но рог единорога, по сути, заменяет эту... Как говорится, ну вы могли заметить, когда я, собственно, проходил игру, вы могли это увидеть, что в одном из прохождений я периодически использую рог единорога. Важное замечание: использовать благословленный либо не проклятый рог единорога. Проклятый рог единорога вам сделает только хуже, если вы будете его использовать. Собственно, вот. Спорхак, Уннетхак и Икснетхак — это заклинание значительно более ценно, поскольку рог единорога больше не восстанавливает утраченные атрибуты. Как только это заклинание изучено, вы можете безопасно злоупотреблять своими характеристиками, останавливаться сытым и общаться с Фукуби. Фукуби, оставаясь сытым, имеется в виду, когда вы остаетесь, ну, так называемый сильно сытым, так называемым переели. У нас это зелененький статус присутствует, но он присутствует крайне редко, но факт остается фактом. Вы злоупотребляете ловкостью в этот момент, тем самым ваша ловкость будет очень сильно падать. А общаясь в Фукубе, вы можете, у вас, насколько я знаю, наоборот, должно подниматься статы, но, видимо, в Фукубе имеется в виду это суккубы и инкубы, которые с неким шансом, ну, в большинстве случаев вы могли видеть их в видео, где мы встречались с врагом нашего квеста, я встречался, и вы могли видеть именно там их, на уровне врага квеста. Мне почему они не нравятся, там у них, они вас раздевают, грубо говоря, то есть все ваше снаряжение они просто будут пытаться с вас снять. Опять же, не оба типа для вас опасны, то есть там идет противоположный пол. Соответственно, если вы, например, мужской пол, как и мой персонаж был, для нас опасны суккубы. Если вы были бы женским полом, для вас были бы опасны инкубы в этом вопросе. Потому что именно этот тип бы вас бы стал раздевать, вашего персонажа. Вот. Поскольку любые утраченные атрибуты можно легко восстановить. Также вы будете накапливать зелье восстановления способностей, которые теперь можно использовать для разбавления. Так же, как и в форке, это, видимо, одно из модификаций Нетхака, рог единорога теряет 1 очко зачарования, что делает рога несколько ограниченным ресурсом. Сложно сказать, я в форк не играл, поэтому по этой статье сложно что-то сказать. Точнее, по этой строчке. Книга «Заклинание камня в плоть». Это 3-й уровень заклинания, требует 15 очков магии. Собственно, направление у нее луч.
Чтобы прочитать, вам нужно всего лишь навсего 2 хода потратить, чтобы прочитать это заклинание. В NetHack книга заклинаний камня в плоть позволяет вам накладывать заклинание камень в плоть. Целители гарантированно могут начать с благословленной книгой камень в плоть. То есть, если вы хотите увидеть это заклинание в действии, вам стоит, как говорится, попытаться начать за целителя поиграть, чтобы и будет шанс на то, что вы ее просто увидите. Это заклинание камень в плоть имеет множество эффектов, в зависимости от того, на каком каменном объекте оно используется. Статуи монстров оживают, ручные питомцы, превращенные в камень, вернутся в исходное состояние. Кроме того, монстры меньшего размера или не мясистые, вместо этого статуя превратится в одну фрикадельку. Если статуя представляет собой уникального монстра или квестового стража, она реанимируется как замаскированный двойник, а не как настоящее существо, если только статуя не была создана путем забивания камнями этого существа. Собственно, по поводу фрикаделек. Вот, собственно, мы до них добежали. Фрикадельки можно получить, используя это заклинание, на камне. То есть вы разрушаете статую, ну там, не знаю, киркой, палочкой копания, палочкой удара и так далее. Но факт в том, что, или силовым болтом, факт в том, что у вас нарисовались камни, так называемый stone. В английской версии они прописываются. Ну вот, разрушили, получили, собственно, камни. И эти камни можно, на эти камни можно использовать заклинание, собственно, камень в плоти, соответственно, вы получите большое количество фрикаделек, зависит от количества камней. Если очень большое количество фрикаделек, то может появиться мясной голем, который вас, попытается убить, соответственно. Но в чем плюс большого количества? Этот мясной голем имеется, он вам может дать резисты при поедании, если вы его убьете, его, и у вас получится, он вам может дать резисты. Что касаемо двойника, я с двойником не встречался, которого я до этого читал. По поводу забивания камнями, как тут указано, это, собственно, когда вы берете труп Кокатриса либо Шикатриса, это 2 существа, которые присутствуют в игре, они в большинстве случаев при взаимодействии с ним обязательно используйте перчатки, ни в коем случае не будьте обременены. То есть у вас не должно быть перегрузки, там бурнинг она вроде называется, у вас не должно быть перегрузки, то есть вы должны, как говорится, налегке быть, чтобы у вас не было. Потому что если вы случайно споткнетесь и ударитесь об это существо, оно упадет на землю, собственно, и вы на это существо упадете, вы просто превратитесь в камень. У вас, конечно, шанс будет выжить. Вы можете попытаться помолиться, если вы успеете, конечно, это сделать. Но факт в том, что вы просто моментально можете проиграть. Забивание камнями, собственно, происходит путем, когда вы кидаете труп этого Шикатрисов либо Кокатрисов каких-то существ. То есть вы подняли этот труп и кинули его. И тем самым в это существо, в которое оно попало, если оно не кислотного типа, то есть не сопротивляется забиванию камнями, тем самым вы можете превратить это существо в камень. Очень полезно можно делать, например, на том же мясном големе. Вы можете из мясного голема превратить его в каменного голема. Но каменный голем, он толще сам по себе, что нежелательно делать, но факт остается фактом. Можете его обратно потом вернуть с помощью заклинания, которое у нас присутствует, камень в плоть. Если реанимация не удалась, обычно из-за того, что принадлежит к виду, подвергшему геноциду, собственно, реанимация, не удалась, вы загеноцидили существо, например, я рекомендую геноцидить именно личей и пожирателей разума. Также можно загеноцидить троллей, гигантов, нимф. Это одни из тех существ, которые желательно загеноцидить.
Причем желательно в такой последовательности, как я их произнес. Но вы можете в любой загеноцидить. Там от желания зависит. Просто нимфы очень бесячие, они вам будут просто очень сильно бесить. Что касаемо троллей, они просто встают. Если бы они не вставали, с них бы проблемы не возникало. Что касаемо гигантов, это просто они тонны респаумятся, то есть их большое количество респаумятся, и они вам очень сильно мешают ходить. Особенно из-за того, что они камнями местность забивают, эти гиганты. Что без палочки копания, либо без кирки вы просто там не пройдете при стычке с этими гигантами. Статуя будет преобразована в подходящий труп, если это возможно, и останется неизменной, если этот монстр не может покинуть труп. Монстр, если имеется в виду, не может покинуть труп в том случае, если сам монстр не оставляет этот труп. Статуя каменного голема, на которую наложено заклинание «Камень в плоть», оставит после себя только одну фрикадельку. Вместо этого одушевленный каменный голем станет големом из плоти. Собственно, о чем я вам и говорил. Ну вот, собственно, голем из плоти, который, он считается как бы более быстрым, в отличие от своего собрата каменного голема, но все же он менее опасный, по крайней мере. Как голем, как каменный голем, в общем, опаснее, чем голем из плоти. Бросание камня в плоть валуна превращает его в огромный кусок мяса. Камни, серые камни и драгоценные стеклянные драгоценные камни превращаются в фрикадельки. Ну, собственно, о чем я вам говорил до этого, вы можете превратить в большое количество камней, драгоценных камней, либо не стеклянные драгоценные камни во фрикадельки. Но не стеклянные драгоценные камни нет смысла превращать во фрикадельки, вы можете их продать. Серые камни можно превратить, если только это какой-то тип, который вам не нужен. Например, флинтстоун, метательные камни, либо лоудстоун, собственно, загрузочный камень, который, я считаю, всегда генерируется проклятым. Если вы его случайно подняли, он вам сразу автопроклятие нарисует. То есть вы пока его не снимете и не выкинете его, вы с ним ничего не сможете взаимодействовать. Кольца из минералов или драгоценного камня становятся мясным кольцом. Мраморная палочка становится мясной палочкой. Ну, собственно, это при условии, если вы наложили это заклинание, собственно, на кольца или на палочки, которые здесь указаны. Кольца минеральные, либо мраморные. Нацеливание на себя. Применение на себя, любой текущий прогресс усиления жесткости отменяется. А также трансформирует все уязвимые предметы в открытом инвентаре. Ну, собственно, это о чем нам говорит? О том, что если вы не уберете предметы, вот, например, у вас те же кольца из минералов или палочки, у вас они просто трансформируются во что-то другое. Собственно, вторая часть – это стратегия заклинания камня в плоть. Заклинание камня в плоть – это отличный подспорье для заклинателей, которые начинают с небольшим количеством постоянной пищи. Особенно для целителей, которые начинают всего лишь с несколькими яблоками и могут надежно произнести заклинание только с 3-го уровня. Один большой, точнее огромный кусок мяса, добытый с валуна, будет полезен держать персонажа сытым на протяжении нескольких сотен ходов, даже если не смогут получить немного постоянной еды к тому времени, когда перейдут от перенасыщения к нормальному уровню питания. Они, скорее всего, наткнутся еще на один валун. Однако остерегайтесь есть что-либо еще, если вы перенасыщены, так как риск подавиться будет слишком велик. Набор консервирования удобен, чтобы хранить трупы с хорошими свойствами на будущее. Собственно, перенасыщены, если вы будете, вы, скорее всего, сдохнете без амулета магического дыхания.
Потому что если у вас будет так называемая сытость, так называемая, ну, в моем случае это зелененький статус, если он у вас будет, и вы будете есть, и в конечном итоге вы просто уже после предупреждения кушать. То есть там уже персонаж будет сам говорить, что вы не можете, у вас за это предупреждение отличают так называемая графа параноик, опция параноика, ее настраивать нужно отдельно. А что касаемо набора консервированных, это так называемый Thinning Kit, собственно, очень полезная вещь. Вы можете сохранить трупы, ну, собственно, вы неоднократно это видели в одном из последних видео, которые я выкладывал, когда мы трупы гигантов консервировали, тем самым и забирали их с собой. Тем самым они не портятся, потому что они в консервах. И тем самым мы их просто смогли забрать с собой и потом съесть. А, собственно, гиганты нам впоследствии дали силу, которая у нас с нами постоянно. Кроме того, заклинание можно использовать как обычное средство удаления валунов. Это в Собакане является жизнеспособной стратегией для застрявших валунов. Но влечет за собой штраф удачи, -1. Собственно, по удаче есть также отдельное видео, если интересно, можете посмотреть. Как проходить Собакан? Собакан проходить получается только самым честным способом, ну, собственно, решая головоломку, потому что по-другому вы ее, по сути, пройти не сможете. Ну, либо по-другому у меня вообще не получалось. Если питание вам особо не нужно, вы можете позволить питомцу съесть кусок мяса, который получился. Либо заранее разбить валун, а затем наложить заклинание на кучу камней. Это превратит его во фрикадельки, которые можно будет использовать для лакомства при ограничении дрессировки хищных домашних животных. Ну, собственно, фрикадельки, ну, это обычная пища, менее сытная, чем, собственно, огромный кусок мяса, который получается с огромного валуна. Но факт остается фактом, и фрикаделька крайне полезная вещь. Укладка фрикаделек в другие продукты питания, особенно в легкие вафли ламбас, невероятно распространена и используется для обеспечения постоянного питания на протяжении большей части игры. Камень в плоть может спасти вас от окаменения, рискуя повредить открытый инвентарь, хотя в целом нежелательно. Это предпочтительнее, чем превращаться в статую. Ну, собственно, это если вы встретились с кокатрисом, либо шикатрисом, и у вас нет ящерки, так называемой лизарда, которую вы могли бы съесть. Приведение камня в плоть также можно использовать для разбавления от нежелательных предметов, такие как магниты или проклятые кольца, в зависимости от типа. Гранитные кольца голода, либо обострение монстра. Вот это, скорее всего, агрессия монстра идет. Агрессивный монстр, какое кольцо присутствует, а кольцо голода, оно опять же. Что касаемо колец, они генерируются рандомно, соответственно, вам может не повезти в плане того, что вы можете коснуть это заклинание на себя, но оно кольца не будет, например, сделано из гранита, либо из чего-то каменного, тем самым вы не сможете разрушить его. Что касаемо магнита, да, это один из способов, как его можно убрать, либо просто снять проклятие. Но опять же, это не всегда жизнеспособно. Опять же, нужно весь инвентарь, как говорится, очистить перед тем, как все это убирать. Рекомендуется спрятать или уронить, или убрать подальше от любых других уязвимых предметов. Затем мясное кольцо можно съесть, чтобы избавиться от него. Однако будьте осторожны с обычными последствиями употребления гнилой пищи. Ну, гнилая пища в большинстве случаев идет, вам дадут пищевое отравление. Оно считается болезнью, вы можете его снять. Либо, если не ошибаюсь, рог единорога снимает болезни.
Также заклинания снимают болезни. Так называемое снятие болезни, оно одноименное. Камень в плоти – самый распространенный способ спасти окаменевшего питомца. Ну, если питомец, как говорится, либо на ту же, мы не встречались еще с ней. Если, например, вы встретились на уровне, например, с медузой, он будет так называемый остров медузы, потому что вокруг большое количество воды будет, и она будет, грубо говоря, на островке там, как и переход дальше. Будет большое количество присутствовать статуй. Вот как вариант можно оживить статую, либо разрушить. Ну, чтобы убить медузу, ну, опять же, это в другом видео будет, но если вкратце, вам нужно использовать отражение. Потому что иначе она вас просто в окаменение отправит, и вы, собственно, можете, конечно, на себя камень в плоти узануть, если оно у вас присутствует, но лучше с медузой не встречаться. Вот. Монстров можно транспортировать, сбивая их камнями, а затем бросая камень плоть на их статую. Однако допускаются только монстры среднего и крупного размера. Большинство таких статуй будут значительно обременять вас или будут слишком тяжелые, чтобы нести их можно было. Превращение каменного голема в голема из плоти делает его менее опасным, а труп может предоставить полезные свойства. Вот, собственно, о чем я вам и говорил ранее. По полезным свойствам он вам может дать резисторы, такие как там холод, огонь, электричество. То есть это очень полезный голем, именно голем из плоти, который. А каменный голем, он такой, он медленный, но очень больно бьющий голем. Но историю, я думаю, читать нет особого смысла. Книга дополнительного исцеления. Книга дополнительного исцеления дает вам заклинание дополнительного исцеления, которое 3-го уровня, стоит 15 единиц. Маги направления используют луч. Чтобы прочитать, требуется 10 ходов. Ну, чтобы написать, собственно, нужно 15-29 чернил. Но, опять же, чтобы писать книги, нужно, во-первых, маркер иметь. Желательно, чтобы у вас получилась благословленная книга, потом она самая эффективная будет. Соответственно, вам нужна как минимум благословленная чистая книга, чтобы написать непроклятым маркером. Либо благословленный маркер на обычной непроклятой книге. В NetHack книга заклинания дополнительного исцеления позволяет вам изучить заклинание дополнительного исцеления. Это исцеляющее заклинание 3-го уровня, и для чтения книги заклинания требуется 12 очков действия. Ну, 12 ходов имеется в виду. Это одно из многих экстренных заклинаний. Целители гарантированно начинают с благословленной книгой заклинания дополнительного исцеления. Собственно, если вы хотите поиграть именно с этой книгой, то проще начать с целителя. Дополнительное исцеление – это направленное заклинание, которое исцеляет цель либо вас на 6d8 хп, это, собственно, от 6 до 48 хп, и излечивает слепоту. Заклинание разбудит спящего монстра, не разозлив его. Эффект аналогичен непроклятому зелью дополнительного исцеления, хотя он может увеличить максимальный запас хп на постоянке и не излечит ваши собственные галлюцинации или болезни, которые вы на себя наложите. Кстати говоря, по болезни можно также ее снять зельями благословленными, лечением и дополнительно и так далее. Применение этого заклинания к прирученному либо мирному монстру дает бонус мировоззрения для каждого затронутого существа, даже если у него было максимальное здоровье. Законопослушные и целители получают 1 очко мировоззрения, а хаотичные нецелители теряют 1 очко. Мор на самом деле получит. Мор — это, видимо, один из боссов
3d8 это от 3 до 24 единиц урона от заклинания, причем он будет уменьшен вдвое из его гарантированного сопротивления магии монстра. Несмотря на код, который устанавливает флаг, разрешающий эффекты при применении на уровне навыка или выше, фактически разницы в этом нет. Реализация эффекта заклинания излечивает слепоту вне зависимости от флага. Собственно, по поводу флага и то, что я только что прочитал, имеется в виду, скорее всего, собственно, ну, то, что уровень экспертный, либо базовый, либо не базовый и так далее. Имеется в виду, скорее всего, именно это. Вот. Стратегия. Как более сильная версия исцеляющего заклинания, это явно полезное заклинание. Игроки, у которых есть запасные очки навыков, которые уже знают целительство, могут потратить на обучение навыку исцеляющего заклинания, чтобы использовать это заклинание. Если вы не находитесь в опасности, простое заклинание лечения является более эффективным использованием силы. Дополнительное заклинание исцеления используется в 3 раза больше силы, но может восстановить только удвоенное количество здоровья. Творческое использование этого заклинания предназначено для ослепления опасных монстров, ослепших от жезла молнии, чтобы они уважали Алберета. Сложно сказать, ослепление монстра, оно же вроде снимает слепоту. Непонятно до конца. Хотите сказать, что этим заклинанием можно ослеплять монстра? Интересно. Непонятно, как тут все-таки написано, ну, сложно сказать. Надо будет тестировать. Собственно, зелье, так называемая книга заклинания для лечения болезни. Это 3-й уровень, 15 очков. Магия она требует 6 ходов, чтобы прочитать, собственно, саму книгу. И чернил 15-29. Не направленный, то есть на кого-то вылечить болезнь вы не сможете у кого-то, кроме себя любимого. В NetHack книга заклинания лечения болезни позволяет вам выучить заклинание лечения болезни. Это экстренное заклинание и специальное заклинание для целителя. При наложении это заклинание излечивает все формы болезней, включая пищевое отравление болезни, а также удаляет слизь. По слизи у меня есть отдельное видео, я ее прям так и называл. По пищевому отравлению, но в большинстве случаев вам может помочь элементарно помолиться, если вам все откровенно печально. Если вы съели какой-то проклятый труп. По болезням то же самое, в принципе. Большинство проблем решает именно молитва. Но главное, чтобы она не была у вас в кулдауне. В большинстве случаев рок единорога заменяет заклинание лечения болезней. Однако, в отличие от заклинания, даже благословенный рок единорог не всегда дает гарантированный шанс сработать. Кроме того, заклинание также может вылечить похудение. Является одним из наиболее безопасных способов сделать это, не рискуя повредить вашу броню и инвентарь. Скорее всего, похудение имеется в виду восстановить... Я даже, честно говоря, не знаю. Я вроде гуглил, но я забыл. Скорее всего, потеря очков атрибутов имеется в виду. Я так думаю. Еще одна примечательность. Целители с высокого уровня с 18 мудростью могут использовать заклинание с вероятностью неудачи 0%. Даже если носят металлическую броню без мантии. Вот. Книга лечения слепоты.
Книга лечения слепоты — это заклинание второго уровня, используя 10 очков магии. 2 хода, чтобы прочитать саму книгу. Чернила 10-19 для того, чтобы ее написать. Книга в NetHack, это книга лечения слепоты, позволяет вам изучить заклинание лечения слепоты. Это исцеляющее заклинание второго тира. Для прочтения требуется 4 очка действия. Странно. Тут написано, что 2, но не суть. В одном месте написано 2, в другом месте написано 4 очка действия. Но 2 и 4 особо роли не сыграет для вас. Это одно из многих экстренных заклинаний. Сомнительное заклинание. Почему? Потому что его заменяет рог единорога. Жрецам может предоставлена эта книга в качестве стартовой книги заклинания, в то время как и волшебники могут получить в качестве стартовой книги, не используя силовые стрелы. Применение этого заклинания просто излечивает внутреннюю слепоту. Ну, если вас ослепили, например, не знаю, кинули в вас поушен слепоты, и вы ослепли. Либо, не знаю, вас палочку и молнией поразили, и вы ослепли. Поскольку существует множество методов лечения слепоты, включая рога единорога и заклинания исцеления на уровне навыка дополнительного исцеления, заклинания редко используют большую цену, за исключением путаницы по требованию. А путаница по требованию — это означает то, что заклинание должно забыться, то есть должно пройти 20 тысяч ходов, поэтому там именно тогда все заклинания забываются. А у каждого заклинания после прочтения идет свой кулдаун, то есть, например, если вы на первом ходу уже знали какие-то заклинания, например, лечение, а, не знаю, на 10-м прочитали свежую книгу и, например, заклинание защиты на 10 уровне, то, соответственно, у вас заклинание лечения забудется на 20 тысяч ходов, а на заклинание лечения на 20 тысяч и 10 оно забудется. Собственно, еще раз, получается, текущее заклинание лечения слепоты имеет низкую ценность, а эта книга является главным кандидатом до полипалинга или гашения и перезаписи. Собственно, полипалинг — это полиморф книги, превращение его в другой тип книги. То есть, например, лечение слепоты, не знаю, во что-нибудь другое, в ту же защиту, например, превратится, грубо говоря, чтобы недалеко ходить. Гашение или перезапись. Гашение, собственно, это превращение просто в чистую книгу. Перезапись, я думаю, понятно, что перезапись — это перезапись. Просто вы заново перезапишете. То есть вы смыли книгу, превратили ее в чистую книгу, потом написали что-то другое заклинание, которое вам уже известно. Для этого использовали книгу и магический маркер. Вот, собственно, книга исцеления. Это заклинание первого круга. Стоит 5 единиц магии. Направление луч. Эквивалент зелья исцеления. 2 хода, чтобы прочитать, собственно, эту книгу. 5-9 чернил. Оно использует для написания, если будете писать ее. В NetHack чтение книги заклинания исцеления позволит вам изучить заклинание исцеления. Это экстренное заклинание. Целители начинают с благословленной книгой исцеления. Монахи также имеют шанс 1 из 3 начать с этой книгой. Исцеление — хорошее заклинание. Если у вас есть большое количество магии, вы не носите металлическую броню, либо у вас штрафов нету на металлическую броню. Очень полезная книга. Она восстанавливает вам очень много здоровья. Как сказать, много. 24 единицы, но все же. По максимальным атрибутам, если смотреть. Иногда там лишние 5-10 хп решают, поэтому полезная вещь.
Исцеление — это направленное заклинание, то есть направленное имеется в виду то, что вы можете как себя лечить, так и, грубо говоря, вашего союзника либо врага, если это необходимо. Также исцеляет цель на 6 d4 хп, это от 6 до 24 здоровья, при уровне навыка или выше, излечивает слепоту. Ну, по слепоте мы только что читали книги, поэтому она такая себе. Это разбудит спящего монстра, не разозлив его. То есть, если монстр спит, вы его вылечили. Непонятно, правда, зачем, но не суть. Это, наверное, если монстр усыпился. Например, ваш мирное, дружелюбное существо, домашнее животное, вы его просто разбудили, тем самым вылечив. Но, опять же, только чисто слепота и избавление от сна. Эффект аналогичен непроклятому зелью исцеления, за исключением того, что зелье не может увеличить максимальный запас хитпоинтов. В этом вопросе зелья они эффективнее, чем заклинания. Заклинания все-таки тут в этом вопросе проигрывают. Зелья, но все-таки получше. Применение этого заклинания к прирученным или мирным питомцам даст вам бонус мировоззрения для каждого затронутого монстра, даже если у них было максимальное здоровье. Законопослушные целители получают 1 очко мировоззрения, а хаосники, кроме целителей, теряют 1 очко. Мор получает 3d4 от 3 до 12 урона от заклинания исцеления, причем урон будет уменьшен вдвое из-за его гарантированного сопротивления магии монстра. Мор — это, скорее всего, один из боссов будет, поэтому я с ним еще не сталкивался, поэтому я не знаю, что это что. Но судя по тому, что он тут присутствует, это, скорее всего, один из тех, на которых действует именно световая магия, то есть магия лечения и тому похоже. Исцеление — самое простое заклинание в школе исцеляющих заклинаний, поэтому оно является хорошим заклинанием для тренировки этого навыка. В целом это полезное заклинание, особенно для классов, не являющихся заклинаниями, вероятно, они не будут использовать запас силы ни для чего другого, возможно исцелить себя универсально. Однако, как только вы научились дополнительным исцелением, это заклинание может быть полезно только тогда, когда вы стремитесь к сохранению силы. Сохранение силы имеется в виду, скорее всего, это сохранение вашей магии. Сохранение вашей единицы. То есть, если вы, например, вне боя, вам нужно просто восстановить свое здоровье, проще, конечно, будет использовать именно это исцеляющее заклинание исцеления. А если вы в бою, конечно, лучше использовать дополнительное исцеление, оно восстановит вам больше здоровья. Хотя наложение этого заклинания на себя является наиболее распространенным, помните, что оно направлено. Используйте его для лечения домашних животных, жизнеспособные стратегии, особенно в начале игры, или для игроков-пацифистов, которые не дерутся от слова совсем. А вот за вас ваши домашние животные запросто это сделают. Это заклинание наиболее полезно, когда было бы непрактично или опасно ждать восстановления здоровья, например, на более глубоких уровнях подземелья или при превращении в монстра, что значительно снижает вашу естественную регенерацию. Но на глубоких уровнях подземелья это заклинание вам не поможет, потому что там нужно сильнее заклинание. Но 10 хп, опять же, тоже сильно особо не поможет. Но иногда эти 5-10 хп все-таки решают. Хотя оно восстанавливает от 6 до 24 единиц хп, но опять же, сомнительно. Она может и 6, и может и 24, поэтому в этом вопросе зелье эффективнее. Ладно, на этом мы закончим. Со школой получается исцеление. Всем большое спасибо за просмотр. С вами был Андрей. Всем пока.